Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе «Зодиак». Это первый коллектив на музыкальных просторах в ту пору еще нашей общей родины, представивший слушателю электронную музыку, качество которой могло составить достойную конкуренцию безумно популярным западным диско-звездам тех времен. Многие критики называют «Зодиак» советским ответом невероятно популярной в то время французской электронной группы Space. К началу 80-х отставание СССР от Европы и Америки в сфере популярной музыки стало просто катастрофическим. Причин тому была тьма, но главное – официальная политика изоляционизма в сфере масс-культуры, которую провозглашала партийная верхушка. А вот страна Франция на общем фоне враждебной не считалась. Поэтому, когда в народе стала приобретать популярность инструментальная диско-группа Space, их мотивы никто не запрещал. Можно было даже выцепить мелодию в теле- и радиопередачах. Правда, на пластинке группа Space у нас впервые была издана лишь в 1983 году. А вообще, уже в конце 70-х во всем мире электронная музыка уже перестала считаться причудой экспериментаторов. На дискотеках без устали крутились Popcorn, The Model и I Feel Love. Электронной музыки становилось все больше в кинофильмах, в том числе и советских. Инструментальная группа «Зодиак» под управлением Яниса Луссенса была организована в конце 70-х студентами Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витова на базе кафедры электронных музыкальных инструментов. Активное участие в становлении группы приняли также музыканты самодеятельной группы «Арка» под руководством Юриса Кулаковса и известного рижского звукорежиссера, дирижера и композитора Александра Грива, который записал 2 первых альбома группы, а его дочь Зана играла в первом составе на клавишных и пела. Ансамбль начал исполнять необычную для советской эстрады электронно-синтезаторную музыку с космическими звуками. Для осуществления столь сложной и необычной записи им требовалось объединить людей, питавших общую страсть к научной фантастике и космической тематике. И такими музыкантами стали студенты кафедры Андрес Силис на гитаре, Зана Грива на вокале и клавишах, Андрес Рейнис на барабанах и Айнарс Ашманис на басу. Сам же Янис Луссенс встал за синтезатор. И вот на фоне всех этих мировых электронных веяний и движа, и под непосредственным влиянием хитов Space, в Риге возник коллектив «Зодиак». Кстати, необычайно новаторский по тем временам, а главное, в меру борзый, чтобы на обложке написать «инструментальная рок-группа». Сие действительно было непозволительной наглостью. Латвийский «Зодиак» от цензуры спасало то, что они явно не были традиционной рок-группой, не шумели на своих отвратительных гитарах и не горланили песни о прелюбодеяниях. Они звучали как музыка космоса, а в СССР ко всему космическому относились с величайшим почтением. В конечном итоге в начале 80-го года был записан и выпущен дебютный студийный лонгплей, который получил название «Диско Альянс». Альбом стал настоящим блокбастером и подлинным откровением для советских меломанов, а его огромные тиражи мгновенно раскупались не только во всех уголках Советского Союза, но также и в Австрии, Финляндии, Японии и других странах мира. На момент записи альбома всем участникам группы было не больше 21 года, и, как сказано на пластинке, такова музыка для молодежи от молодого поколения. И самое важное, что эти эксперименты в покорении космического синти-рок пространства
оказали большое влияние на развитие новых направлений электронной музыки. Стоит отметить прекрасное визуальное оформление пластинки, которым занимался художник Франческо Кирки. Футуристическое изображение, которое обыгрывает название группы и альбома. При детальном рассмотрении можно увидеть роботов, которые представляют собой знаки зодиака астрологического календаря. Они выходят из космического корабля, составляя тот самый диско-альянс. На альбоме записано 7 потрясающих инструментальных композиций, которые уже давно стали классикой электронной музыки. Альбом открывается знаменитым треком «Зодиак», который известен всем меломанам бывшего Советского Союза. Здесь красивая и четкая мелодическая линия, обилие музыкальных инструментов и завораживающее звучание. Эта пьеса неоднократно звучала в знаменитых советских фильмах. Далее идет не менее шикарная композиция, и это уже самый настоящий электронный рок с элементами джаза. Эта песня также использовалась в качестве саундтрека в советском кинематографе и телепередачах. «Провинциальная диско», наверное, главный трек на этом альбоме. Яркий, динамичный, вызывающий сильнейшие эмоции, которые можно поставить в один ряд с лучшими произведениями группы Space и Жан-Мишель Жарра. Композиция Пола тоже великолепная спейс-диско в лучших традициях жанра с виртуозными клавишными партиями. «Мираж» — еще один шедевр с большим влиянием академической музыки, похожий на звуковую дорожку из какого-нибудь классического европейского фильма 70-х. «Рок на льду» — восхитительный и задорный синти-рок, очень похожий на знаменитую песню Beatles «Get Back». Правда, возможно, это она и есть. В финале пластинки вы услышите пьесу «Альянс», композиционно очень сильную, с пышным и грандиозным саундом, по-хорошему помпезную и величественную, наполненную прекрасными звуками и позитивными вибрациями. Тиражи с оригинальной обложкой с прилавков снесли мгновенно. Их стали допечатывать как могли, с белой обложкой или просто совали пластинку в стандартный пакет «Эстрада». Дисков народу не хватало, фабрики пыхтели, дымили и выдавали на гора вагоны зодиаков. За первые 3 года по официальным цифрам было продано почти 6 миллионов копий только в СССР. Суммарный же тираж дебютного альбома оценивается в 20 миллионов. Казалось бы, с таким космическим в прямом и переносном смысле стартом группу ожидает безоблачное будущее и грандиозный успех. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В 1982 году группу покинули Грива, Силис и Асманис. На их место пришли 2 гитариста – Адвар Гудрайс и Дзинтер Саганс, а также бас-гитарист Ивар Пилка. В этом составе был записан 2-й альбом, который был сочинен под впечатлением от встречи с космонавтами в звездном городке и их рассказами о космических полетах.
Тогда же латышские музыканты написали саундтрек к документальному фильму о космонавтах «Звездная палитра». Кроме того, в это время группой была написана музыка для фильмов «Экипаж машины боевой» и «Женские радости и печали». Эти саундтреки были изданы на пластинке в 1985 году. В 1987-м Зодиак записывает третий альбом. В это время команда впервые начала давать живые концерты и имела огромный успех на латышском фестивале в 1987-м. Сам альбом был написан под большим влиянием музыки эпох барокко и романтизма, а также французского композитора электронной музыки Жана Мишеля Жара. Впоследствии альбом был переиздан в 1996 году под названием «Преданность». В переиздание вошли две новые композиции, которые, однако, были уже совсем не похожи на классический «Зодиак». Янис Лусонс по окончании консерватории оставил свое детище и переключился на академическое авторство. Писал музыку к спектаклям и фильмам, сочинял классические произведения. Но Зодиак был не только феноменален для своего времени, но и слишком хорош, чтобы забыть о нем навсегда. И наши дни с их небывалым всплеском интереса к электронной музыке стали идеальным моментом для второго рождения легендарного проекта. В 2002-м проект, выстреливший на зарубежных музыкальных каналах, модный отечественный электронный проект ППК делает кавер-версию на титульную композицию с первого альбома группы «Зодиак». Новая версия, озаглавленная «Перезагрузка», становится хитом, покорившим все европейские танцполы, включая клубную столицу мира остров Ибица. В конце 2005 года Gala Records издает в России ремастированный дебютный альбом группы, а в начале 2006-го совершается главный эпизод второго пришествия «Зодиак». Впервые за всю свою историю группа дает захватывающее живое выступление в рамках празднования Дня космонавтики в Петербурге. После выступления организаторы концерта дарят группе сертификат на владение участком на Луне. Так что, возможно, через несколько лет, когда свободное передвижение между планетами перестанет быть участью астронавтов и плодом фантазии писателей и прочих романтических натур, музыка латвийских электропервопроходцев наконец обретет свой истинный дом. В 2006-м они выпускают альбом «Умершее столетие», состоящий из новых композиций. Причем все песни были записаны с вокалом, но стиль современного «Зодиак» можно охарактеризовать уже как рок-музыку с электронным звучанием. В 2015-м группа выпускает очередной альбом, содержащий современные обработки композиций с первых двух альбомов, а также две новые композиции. Что же касается последних пластинок «Зодиака», то они популярными не стали. Это был совсем другой «Зодиак». Да, с точки зрения профессионализма там все было хорошо, но скучно. Ну а третий альбом, как сказано в материале из Википедии, наверное, хорош для ценителя латышской культуры, но я себя к таковым не отношу. Однако, возвращаясь к первым двум альбомам,
Хочется добавить вот еще что. Качество полиграфии и дизайн обложек. Для начала 80-х это был, наверное, еще один революционный прорыв. А вот третья и четвертая пластинки ни тем, ни другим уже не порадовали. Все перечисленное вкупе привело к тому, что первые две пластинки Зодиака есть у многих любителей винила, а вот последующие, увы. Но несмотря на все это, группа Зодиак записала в свое время вневременной шедевр, и другие композиции на первой пластинке не потеряли своей актуальности, и они звучат по-прежнему невероятно мощно, вызывая чувство приятной ностальгии. На диско-альянсе слышно дыхание эпохи, и этот альбом является очередным напоминанием о том, что СССР был великой страной, в которой создавали великую музыку.